Дорогие друзья, вы посмотрите, полюбуйтесь, какая гостья у нас сегодня. Резида Хусаинова приехала из Казани для того, чтобы мы продолжили работу над лучшей в мире книгой о татарской кухне. Продукты сегодня у нас на столе, Резида Ханум. Просто сердце радуется. Что готовить-то будем? Сегодня мы с вами будем готовить тутырма. Для этого у нас... Тутырма. Тула полный. Тулма – название блюда. Тутыр что означает по-татарски? Скажите. Тутыр это означает тутрабас. Вот, начинить. Да. Все берем. понятно. Слушайте, скажите по-русски. Колбасу? Будем делать ливерную колбасу. Я вижу здесь печенка, сердце, пару отличных кусочков баранины. Хотя меня просили принести конину. Не нашел. Легкие. А кишки откуда взяли? Это от кого кишки? Это кишки от конины. Привезла из Казани. Ну, правильно, в Москве-то где найдешь? Да. На самом деле, ведь если, нет, допустим, конских кишок, ну и что теперь? С говяжьими совсем не пойдет? Нет, из говядины тоже получается. Там... Давайте начинать. Давайте. Бисмилля рахман рахим. Самое первое начинаем. Отварить нам надо будет легкой. Это я сделаю. Да. Печенку нам надо нарезать. Мы сейчас будем все пропускать через мясорубку. Мясорубка есть, отличная. Да. Решетка крупная или мелкая? Не имеет значения. Не имеет значения. Прекрасно. Вот люблю работать с покладистыми женщинами. Во-первых, красивая, во-вторых, умная, еще и покладистая. Как говорится, нету лучше подарка, чем... Дальше что говорят там в Казани? А? В Казани говорят, лучше нет подарка, чем жена татарка. Но эта девушка уже занятая. Ладно, я тоже занят, и все. Резида Ханум, что-то я легкие сварил, здесь мало получилось. Нам хватит. Хватит, да? Хватит, да. И сколько здесь всего? Слушайте, даже одного сердца много оказалось. Много получается. И печенка, для этого, да. и это. А мясо? Мясо я уже нарезала. Сейчас мы будем через мясорубку пропускать. Нам нужен будет сейчас лук. Резида Ханум, наша семья – это не только вот здесь, который находится. У нас большая съемочная группа, да. У нас аппетит у мужиков хороший. Я буду чистить лук, вы еще немножко нарежьте все-таки. Хорошо, сердце я тогда добавлю. Слушайте, а вот у нас фарша получается довольно много. Пару луковичек-то немало ли будет? Пару луковицы еще положим. Давайте, лук можно, много. И еще чеснока добавим. Отлично. Да. Вот это мне нравится. Да, вот такой подход мне нравится. И лук, и чеснок. И вот это все замечательно вкусное. По сути дела, немножко баранины, печеночка, сердце, там легкие кишочки. И получается очень вкусное азербайджанское блюдо джизбыс, которое готовят на сковородке. Просто жарят на сковородке, и все, да? Тот же самый набор. Из всех же самых продуктов. Перемещаемся на другую сторону, так сказать, нашего континента, в сторону Татарстана, и получаем другое блюдо, которое готовят в виде колбасы. Вы знаете, вот, Сталик, я хочу немножко деревенскую обычаю хочу. Когда мы росли в деревне, у нас 7 детей было, и папа у нас всегда на зиму конину резал. Угу. И вот кишки... Потом запас делал солом. Да. И вот у конины же большой пищевод есть. Она картасы называется по-татарски. Ну это не пищевод, но я понял, о чем речь. Вот это картасын. У нас папа всегда пирожки от этого карты сделал. Знаете, как она вкусна? Именно вот на сковороде ее жарили. Туда лук очень много, чесночка. Ой, хватит. Слушайте, из меня вы собаку Павлова делаете. У меня сейчас уже слюни пойдут. Вот лучше лук порежьте, чтобы я его пропустил. Все пропускаю через мясорубку, да? Да, пропускайте через мясорубку. Резида Ханум, помимо вот мясных и вот этих субпродуктов, такие как легкие, печенка, что, наверное, можно было бы и почки положить сюда, да, если были бы почки, сердечко. Вот помимо этого всего, какие какие добавки используются для приготовления тутурмы? Что еще добавляется? Почки обычно не добавляют сюда, в тутурму. Из почки делают солянку по-татарски, еще добавляют туда. Вот хорошая идея. Мы еще не готовили. Я к вам приеду. Обязательно приезжайте, мы с удовольствием будем приготовить.
Резида Ханом, вот вам фарш, все есть. Лук, чеснок положил, только я не солил и не перчил. Хорошо, мы сейчас соль положим, перец Можно положим. я Пожалуйста. положу соль? Здесь минимум 3 килограмма продуктов, вот я вижу. Минимум 3 килограмма, может быть даже больше. Для фарша норма столовая ложка без верха на каждый килограмм. Для мяса крупными кусками норма другая. Потому что соль распределяется по поверхности кусочков. Здесь поверхность кусочков огромная по сравнению с, если, как на шашлык рез, вот такие, как куриное яйцо. Вот куриное яйцо зачем вам нужно? Куриное яйцо обязательно, чтобы оно связало. Обязательно надо. Фарш добавлять? Да, фарш добавляем. Знаете, по-мужски добавлю. О, вот ведь как хорошо. Вот так вот, Да, только хотела сказать. Перец надо побольше. Чесночок есть, лук есть. Жир там немножко вот такой жир, который на сердечке был, на поверхности мяса жир был. Так, и еще ведь надо добавить рис и пшено, да. Правильно я понимаю? Да, сейчас мы сперва яйцо добавляем. Хорошо их размешиваем. Сейчас размешиваем хорошо. Запах какой вкусный тут. Это лук пахнет и чеснок пахнет. Или вам мясо запах нравится? И мясо запах нравится, и чеснока. Все здесь нравится. Это же такое блюдо. Ее ведь каждый день не готовишь. Это же готовится, когда только режут на зиму вот конину. Запас делают. Да, вот тогда. Сейчас я этот фарш буду делить на две части. Одна часть у меня будет с пшеной. Другой часть у меня будет с рисом. Рис отваривала я, пшено тоже отваривать надо. Вот это надо нашим зрителям рис, надо наверное, сказать. не до конца, да, все-таки отваривали? Чуть-чуть такой он еще может впитать в себя жидкость, да? Да, и рис, и пшено не до конца отварила. Понятно, да? Все понятно. В принципе, нам понятно. Давайте я помогу вам, чтобы вы Хорошо, отделили спасибо, половиночку. спасибо. О, какая у вас перчатка красивая. Да, тут все есть. Смотри, все есть. Только работай. Все, наверное, вот на две я поделила. Я сюда пшено добавлю. Так, Тут рис тоже отварили. добавляю, да? Да, рис тоже добавляйте. Потом я с перчатку одела, я сама уж буду. Все правильно получается. Кто любит пшено, она пшено добавляет. Я люблю рис, я рис добавляю. Нам еще надо чуть-чуть жидковато, нужен смесь такой. Я сюда пшено я добавлю молоко, а вы себе бульон добавляете к рису. В колбасу молоко? Да. Это очень по-татарски. Чудаям татарча. Биктемли вола, Аллах верса. А вот этот бульон куда? Бульон это я вам оставляю. К рису. Я думал, она хочет подогреть бульон, чтобы я бульон выпил. Знает же, что мужчинам полезно бульон. Да, и бульон полезный, и мясо полезно мужчинам. Мужчина надо вкусно кормить. Они добрее будут с мясом. Дорогие ребята, дорогие девушки, женщины, кто смотрит, значит, наш канал. Я хочу сказать, что в мясной туше нет ни одной плохой части, нет ни одной бесполезной части. Из мясной туши, ну, только навоз вытряхнуть, да и тот тоже полезный, на удобрение пойдет. Все остальное человек может и должен есть. Потому что все эти части животного содержат в себе полезные вещества. Где-то содержится коллаген, где-то содержится, не знаю, там железо, где-то содержится гемоглобина побольше, да. Кишки — это тоже отличный, превосходный белок. Когда люди некоторые берут колбасу в натуральной оболочке и потом начинают, значит, там отплевываться от самой этой оболочки, выкидывают оболочку, понимаешь, что мне как-то жалко этого человека. Он же ничего не понимает. Он ничего не понимает в жизни. А вот начинять. Ну, хорошо. Вот у меня сейчас здесь есть колбасный шприц отличный, да? Продают мясорубки прямо сразу. У них есть вот эта вот насадка, чтобы начинять кишки. А как раньше обходились, когда не было таких устройств? Даже сейчас делают бутылкой. Вот 1,5-литровую бутылочку срезают вверх и нанизывают на кишки. На горлышко. Да, и все. Туда ложат ложечкой. Все потихонечку она туда уходит. Проходит кишки. Да, вот домохозяйки, они ну, пластиковые бутылочки тоже недавно появились. Ну, раньше тогда мы ложкой родителей делали. Вы знаете слово колбаса откуда? Нет, не знаю. Ну-ка, расскажите мне. Давайте, накладывайте и рассказывайте. Расскажите. По-татарской рука будет кул. Так.
Кул на разных тюркских языках, Да, так? кул. А колбаса, значит, руками басып делали Баса, колбасу. бас, дави. Да, басып, колбаса Рукой? ясаганнар. Кул белән. Рукой дави. Да. Получается так? Вот и колбаса, появилось слово колбаса. На самом деле, ну, практически все народы Земли имели какой-то крупнорогатый скот, да, либо даже там, не знаю, овец, козочек. И у всех, конечно, помимо мяса были кишки. И поэтому я думаю, что и 7 тысяч лет назад, и когда угодно, и в любой стране, там, и в Египте в древнем, и в Древнем Риме делали колбасу. В Древнем Риме на латыни кишки, кажется, ботула назывались. Отсюда слово бутылка. Соответственно, и колбасу называли ботула. И колбаса была таким запасом в поход. Вот, например, римские воины куда-то идут, им надо что-то кушать по дороге, и у них всегда была с собой колбаса. К сожалению, отсюда же происходит название болезни ботулизм. Потому что именно в колбасе очень часто развивались бактерии. Если колбаса недостаточно обработана была термически, там, если там было недостаточно соли, то могли развиться очень опасные патогенные бактерии, прям смертельно опасные. Ну вот, так, заполнили, опускаем и скорее поршень туда, вовнутрь. Все. У меня практически все готово. Теперь давайте кишочки. Так, ну и теперь я вращаю ручку, поршень шприца проходит. Так, видите как? Да, Ну и все. Бисмилла. да, Аллаха тапшыр. Как начинять? Слишком плотно или оставить немножко Оставить свободно? надо, сейчас мы его равняем. Хорошо. Обязательно Хорошо. оставить надо место. Вкусненько выглядит, однако. Аппетитно. Тут мы чуть-чуть больше сделали, чуть-чуть надо нам его опять этот лишнего убрать. Ну и что? Вот давайте уберем. Да, давайте. Если мы лишнее сделаем, она лопнет у нас. То есть должно быть свободно заполненное, да? Да, Так, да. с запасом, да? Да. Можно делать вот такой в длинном виде можно оставить. Можно еще завязать поменьше. Тогда вот когда на стол подаешь, они такие маленькие. Порционные, Порционные да? колбасики В общем, будут. это уже на ваше усмотрение, Да, да. как пожелаете. Как сардельки Ну, а здесь они. все, дальше все одно и то же. Все одно Да. и то же. Надеваем кишочки и начиняем. Ну ничего себе, сколько у нас колбасы, смотрите. Целый поддон, килограмм 6, наверное, вышло, не знаю. Кишки тоже вес имеют. И еще раз повторяю, что это очень вкусные конские Да. кишки. Ну что, Сейчас все уже у нас вода не кипяченая, пока она тепленькая у нас, горячая, да? да, просто горячая. И мы сейчас потихонечку его туда отпускаем. А бисмилля сказали? Бисмилляхи-рахман-рахим. Бисмилляхи-рахман-рахим. Ансыз булмейинде. Бисмилля. Аллаха тапшырдык. говорит, на волю Аллаха оставляем. Вот сейчас положим это мы все. И нам обязательно подсоленной воде надо готовить. Поясню это действие. В принципе, фарш у нас соленый. Но кишки-то сами не соленые, они имеют вес, мы только что об этом говорили. И, разумеется, кишки тоже должны посолиться. Часть этой соли так и останется в воде, и лишь небольшая часть этой соли проникнет в сами кишки. Так что все будет в порядке. А эту вот палочку вы зачем в руках вертите? Это Вот для чего вам нужно? Она нам нужна обязательно. Там в кишках остается воздух, чтобы воздух выходил. Чтобы не лопнули, Да, чтобы не да, взорвали. да. Надо Вот было она. прямо здесь проколоть, и все, что. Ну, Или вы... она здесь видно. Мы здесь, когда она Ага. да, и не- Пузырек, не как замечаем. поплавок, поднимет, Да. наверх. И тут его раз и опустили. Вот так. Вот видите, как выходит воздух. Значит, мы сейчас будем ее 40 минут готовить. За 40 минут да, приготовится? Да, надо нам часы. Кишки такие толстенькие, может быть, их подольше чуть-чуть варить. Нет, сварится 40 минут. Хорошо. После кипячения 40 минут. Ждем 40 минут. Книга-видеобук составлена по лучшим рецептам моего канала на Ютубе. Все мои книги напечатаны с наивысшим качеством. Иллюстрации очень хорошие.
А эта книга может стать пособием для создания семейного меню. Здесь рассказано именно о тех блюдах, заготовках, вареньях, десертах, которые не сходят с нашего стола круглый год. Для блюд марокканской кухни понадобятся те же самые продукты и специи, что есть и у нас. Но блюда и вкусы очень необычные, абсолютно новые. И про шашлык я могу рассказать столько нового, столько необычного, что вы будете удивлены. Да и в казане можно готовить не только плов. Казан – это настоящий рояль на кухне. Подробнейший самоучитель, как готовить в казане, как готовить вообще. Если вы все еще спорите о приготовлении плова, а кое-кто из ваших друзей знает единственный верный рецепт, открывайте эту книгу. Здесь десятки рецептов и подробнейшее кулинарное исследование. Книги можно заказать с автографом, за исключением вот этих малюток, потому что они на моющейся бумаге. Ну что, Резеда Ханом, все готово у нас? Да, Аллах шукр, у нас все получилось. Тутурму надо кушать с овощами, вот солеными огурчиками, с помидорками, отварной картошечкой, зеленью и репчатым луком. О, как она красиво получилась. О, ты только посмотри, ты только полюбуйся. Разве это не красота? Ух, сейчас нас съемочная группа перекусит слегка. Заслужили вкусный обед. Да. Ну что, дорогие друзья, от всей души желаем вам приятного аппетита. Ой, забыл, надо же по-татарски. Ашларыгыз там леболсын.